Всем привет, вы на канале Культ Гуд, меня зовут Женя Гуд, и сегодня я вам расскажу про очень интересного художника. Дэмиан Хёрст – один из самых богатых художников современности. Его состояние оценивается в 1 миллиард долларов. Самое дорогое его произведение стоило 100 миллионов долларов. Чем же прославился Дэмиан Хёрст? На самом деле он очень скандальный художник. Многие его вообще не считают художником, потому что Дэмиан Хёрст не очень-то любит сам рисовать. Он часто нанимает ассистентов, чтобы они там за него все делали. Еще его часто обвиняют в плагиате, в жестоком отношении к животным и в том, что он в целом обманщик, не художник, а просто маркетолог. Давайте сегодня разберемся, кто такой Дэмиан Хёрст, почему он столько стоит и стоит ли это того. Как будто бы мы с вами это решаем. Буквально несколько дней назад в Париже в фонде Cartier началась персональная выставка Дэмиана Хёрста, но она очень нетипичная для него. Она вся такая красивая, просто вишни в саду. На самом деле мы еще к ней вернемся, но давайте поговорим о предыдущей грандиозной совершенно работе Дэмиана Хёрста, которая больше на него похожа. Предыдущий его проект, он называется «Сокровище с места крушения корабля невероятный». И история там следующая. 2000 лет назад страшная буря у берегов Африки поглотила корабль с несметными сокровищами, принадлежавшими освобожденному рабу. Как раб завладел этими сокровищами, история умалчивает, но известно, что его корабль был наполнен огромной коллекцией произведений искусства практически всех известных древних цивилизаций. Прошли тысячелетия, прежде чем в 2008 году корабль был случайно обнаружен экспедицией художника. Все работы по подъему артефактов на поверхность и их реставрации проходили в режиме строгой секретности и заняли почти 10 лет. Вы что, повелись? Это же Дэмиан Хёрст! Это все, ребята, классная маркетинговая история. Вы приглядитесь. Там заросшая кораллами статуя Микки Мауса, фараон с лицом Фаррелла Уильямса. А вот бюст Йоланди из группы Ди Антворд. Ее замаскировали под месопотамскую богиню. Знаете, эта выставка была очень скандальная, потому что критики все абсолютно разошлись. Вот одно там супер авторитетное издание пишет, что это просто отвратительный дешманский кич, а другое пишет, что это восхитительная, гениальная работа. Выставка проходила в Венеции. Ну и как бы это очень логично, потому что где еще может проходить выставка про затопленные сокровища? Потому что Венеция сама тонет, да, вы поняли? И поскольку здесь очень много отсылок к античному искусству, и не только античному, то, может быть, Хёрст сам хотел этой работой сказать: ребята, смотрите, искусство, оно уходит от поиска истины и красоты, оно приходит к чисто коммерческим вещам. Может быть, сам Хёрст хотел с нами об этом поговорить. Хёрст большую часть всех этих произведений продал еще до открытия этой выставки, хотя стоили они, очень больших денег. И, кстати, Хёрст не сам делал эти экспонаты, чтобы вы понимали, над ними, над всеми работала целая группа ассистентов, и он их тоже тщательно отбирает, этих ассистентов, потому что он боится, чтобы они были не слишком гениальные. Это логично, они должны воплощать его идею и не привносить, не дай бог, какие-то свои идеи. Вот вопрос, как же Хёрст заработал такую репутацию, что его произведения, которые он даже не сам делает, продаются еще до начала выставки за баснословные деньги? Хёрст учился в колледже искусств, это достаточно престижное учебное заведение, и поначалу его работы были достаточно спокойными, консервативными, но он очень быстро понял, что так не пойдет, и публику нужно эпатировать. Кстати, вот фотография с отрубленной головой человеческой. Он с друзьями организовал выставку в Лондоне, которая называлась «Фриз», и на эту выставку неким образом ему удалось заманить рекламного магната Чарльза Саачи. Он умел превращать вообще все в золото, и он этих ребят, которых впоследствии назвали группировкой молодых британских художников, прям термин, он впоследствии стал их покровителем, и через 10 лет они все были супер успешные, коммерческие, художественные, по-всякому. Саачи еще тогда обратил внимание на Хёрста, и через несколько лет он приобрел его работу, которая называлась «1000 лет». Что это такое, сейчас расскажу. Стеклянный куб, настоящая голова коровы, которой очень радостно питаются мухи, откладывают прямо в этом же кубе свои личинки, вылупляются и потом попадают в суперэлектроловушку. Такой вот постоянный круговорот жизни. И работа устроена таким образом, чтобы зритель обязательно почувствовал запах гниющей плоти. Вот это Хёрст. Он шокирует, он неприятный, он заставляет тебя думать о неприятных, болезненных вещах, о смерти, о разложении и так далее. Но, согласитесь, эмоции вызывает.
Я так и вижу, как Саачи привозит это вот все домой. Дорогая, смотри, что я тут купила, это будет стоять у нас в спальне. Произведение искусства. Саачи, видимо, реально поверил в Хёрста, потому что он ему дал денег на его произведение новое. И, надо сказать, Хёрст его не подвел, потому что он сделал нечто, что принесло ему всемирную известность. Он засунул в формальдегид акулу. Настоящую акулу. Называется это произведение «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». И, надо сказать, она впечатляет, потому что на тебя смотрит огромная, страшная, мертвая акула. И вот эта любимая тема Хёрста, тема смерти, страха перед смертью. Акула как сама носитель смерти, потенциальный вот, источник смерти. В общем, что-то в этом есть, в этой акуле, если честно. И, надо сказать, это не единственное его произведение, в котором он засовывает формальдегид животных. У него их дофига. Ему понравилось засовывать животных в формальдегид. И, в общем, он продолжает эту тему смерти во многих своих инсталляциях. Кстати, акулу в итоге купили за $12 миллионов. И еще один интересный момент. Хёрст там что-то не то нахимичил с этим формальдегидом, и к тому моменту, как у акулы нашелся покупатель, акула начала разлагаться. И, в общем, нужно было с этим что-то делать. Он заказал партию новых акул, новых мертвых акул, вот работа у человека, да? И засунул в формальдегид новую акулу и продал. И здесь была целая волна размышлений на тему того, если художник заменил свое произведение в процессе новым, является ли это тем же произведением искусства? И вообще, правильно ли это? Может быть, стоило его оставить таким, как есть? Но вот для Хёрста было важно, чтобы эта акула была в том состоянии, в котором он ее задумал. Да, ну и надо догадаться, что защитники животных ненавидят Хёрста, потому что он несколько тысяч животных мертвых использовал в разных своих работах. Например, у него есть очень, кстати, красивое произведение искусства, которое выглядит как огромный такой готический витраж, но если подойти поближе и присмотреться, то он весь состоит из крыльев тропических бабочек. Ну, вроде идея не супер новая, не супер свежая и достаточно банальная, с помощью бабочек говорить об быстротечности жизни, но, тем не менее, красиво выходит, потому что это такая аллегория того, как вот это вот богатство внешнее, оно вблизи является на самом деле смертью живых существ. Следующая известная работа Хёрста 1992 года – это аптека. Ну, просто тупо аптека. Большие стеллажи с лекарствами всякими. Но единственный нюанс, что в центре инсталляции, в центре зала должна была стоять тарелка с сотами, на которой должны были слетаться мухи и там умирать. Таким естественным образом. Это все выставлялось в Лондоне, в Музее современного искусства. И вроде как это тоже размышление о жизни и смерти, и о том, что человек сейчас состоит из химических веществ больше, чем из плоти и крови. Но я сейчас не поняла, я вам честно скажу. Я эту инсталляцию не понимаю, информации я про ней какой-то достоверной найти не смогла. Ну, понимаете, как хотите. По-моему, тупо аптека. Дэмиан Хёрст так это объяснял. Он не понимает, почему некоторые люди свято верят в медицину, а не в искусство. И не подвергают сомнению ни медицину, ни искусство. Подумайте об этом. Но здесь важный момент. Хёрст потом использовал эту тему и делал другие произведения на эту же тему, с пилюльками. В частности, его инсталляция «Весенняя колыбельная», там 6000 таблеток, она довольно большая, 2 на 3 метра, и вот 6000 металлических таблеточек, раскрашенных вручную, естественно, не Хёрстом, она была продана эмиру Катара за 19 с лишним миллионов $. Ну, а потом, видимо, Хёрст такой: ой, аптека — это вообще весело. И они с друзьями открыли ресторан, который тоже был сделан в форме аптеки. Мне больше всего там нравится бар, тоже, в котором, типа, как будто бы ты заказываешь пилюльки и таблеточки. Такой классный бар для тех, кому за 30. Мне, пожалуйста, спазмолгон и... Как это называется-то, божечки? Макс! Что мы пьем, чтобы похмелья не было? Забыла. Этот бар залюбили всякие звезды, туда ходили Хью Грант, Кейт Мосс, Мадонну там можно было встретить. В общем, ну, естественно, супер модное место, как и все становится супер модным, когда к этому прикасается Хёрст. Но я вам сказала, что я тему с аптеками не очень поняла. А вот была такая ситуация у Хёрста забавная. Однажды у него в одной галерее была инсталляция. Выглядела она следующим образом. Работник этой галереи пришел вечером, подумал, что вчера, наверное, была какая-то вечеринка, и надо убрать, и сложил все в мусорные пакеты.
и выкинул. И вот еще один любопытный проект Хёрста – это история с кружочками. Однажды у него в 11 галереях по всему миру одновременно шла выставка его картин с вот этими вот кружочками, которые, кстати, он тоже не сам рисовал, их тоже рисовали ассистенты. Вообще, конечно, молодец, он не заморачивается в принципе. Да, это просто кружочки, но. Значит, в этих кружочках, конечно, у Хёрста тоже был свой смысл. Это, во-первых, отсылка к другому художнику, который тоже рисовал кружочки, но по-другому. И Хёрст расставил эти кружочки, я постараюсь вам, по крайней мере, объяснить, в чем суть. У Хёрста была задумка следующая, что он выстраивает эти кружочки по определенной сетке, да, они ровненько так стоят. Но при этом мы привыкли, что визуально наше сознание пытается вычленить какие-то группы объектов по цветам, да, когда мы смотрим на обычную картину. И из этого наше сознание извлекает какой-то смысл, содержание картинки. А тут эти кружочки, эти цвета, они расположены так, что в них нет никакой логики, это хаос с точки зрения распределения цветов, и у тебя вызывает это внутреннее чувство беспокойства, хотя цвета, по сути, такие вроде позитивные, вот, но тем не менее эти кружочки вызывают такой эффект непонятный, ну, они точно вызывают, кстати, непонятный эффект, ну, как-то так Хёрст объясняет свою работу, я здесь ничего сказать не могу, я не искусствовед, могу только свои ощущения сказать, это просто кружочки, но я против того, чтобы судить художников. И вот так я вас подготовила к скульптуре Хёрста «За любовь Господа». Значит, она вообще-то называется по-английски «For the love of God», потому что его мать однажды ему сказала: For the love of God, what are you going to do next? Типа, скажи на милость, ну так переводится, что ты собираешься дальше делать? И он решил вот так вот назвать этот череп. Это человеческий череп из платины, инкрустированный бриллиантами и одним розовым алмазом. Этот череп обошелся ему в 14 миллионов фунтов. Правда, здесь есть такая деталь, везде про Хёрста есть какая-то деталь, что этот череп купил в том числе он сам, в складчину с еще 2 инвесторами, то есть 3 инвестора купили вместе этот череп. Тем не менее, это одно из самых дорогих произведений искусств современных художников, проданных когда-либо. И знаете, у этого черепа была персональная выставка, с которой он ездил по Европе, и везде были толпы людей, которые хотели на него посмотреть. И вот это вот забавный пример того, как художник создал очень дорогое произведение искусства, и как бы здесь не столько дорог сам смысл, сколько само произведение. И люди идут, чтобы посмотреть на это самое дорогое произведение искусства, именно потому, что оно дорогое. И это добавляет ему стоимости. Знаете, вообще, мне кажется, это Моргенштерн от искусства, честное слово. Вот он знает, как каждый раз сделать так, чтобы все перевозбудились. Да, и, кстати, если у вас есть несколько лишних $100 000, ну, например, вдруг вы не знаете, куда их деть, и вы собираетесь в Лас-Вегас, то там вы можете снять апартаменты, сделанные самим Хёрстом, наполненные его произведениями искусства. Стоят они за одну ночь $100 000, и вчетвером вы можете там вполне пожить. Но имейте в виду, что ночевать придется с излюбленными экспонатами художника: дохлыми акулами, бабочками на текстиле, аптечным хранилищем в ванной комнате, бесконечными этими смешными точками и черепом в массажном кабинете. Ну, кстати, не прогадаете, там в стоимость входит еще дворецкий, джакузи с видом на весь Лас-Вегас, депозит на $10 000, студия звукозаписи и еще дофига всего. Так что выгодное предложение. Ну, вы знаете, есть ощущение, на самом деле, что все эти приемчики Хёрста с мертвыми животными, с черепами в бриллиантах, это все чуть-чуть как будто бы устарело, чуть-чуть как будто бы прошлый день, сейчас как будто бы уже другие ценности. И в этом смысле интересно, что Хёрст умеет подстраиваться вот в любых обстоятельствах, потому что сейчас та выставка, которая открылась в Париже, она про другое внезапно. Она просто про такое эстетическое ощущение, просто серия картин с цветущими вишнями. И он сам говорит, да, цветущая вишня — это вроде как такой тоже пошлый образ такой мимолетности, в том числе жизни, да, вот она расцвела и все, потом, ну, в общем, она быстро очень цветет. Но это, наверное, одни из немногих его работ, где можно просто посмотреть и не искать какое-то подводное дно. И здесь просто само удивление и эпатаж художника в том, что он вдруг сделал не так, как от него ожидали, как мне кажется. И он даже сам это нарисовал.
чтобы вы понимали сам. У него, кстати, забавный инстаграм, подпишитесь на Хёрста, он смешной чувак в розовых трусах. В общем, знаете, Хёрст вызывает много разных эмоций, но сам он говорил, что больше всего он боялся быть таким художником, к картине которого подходят и говорят... и идут дальше. Ну, вот любую эмоцию, ненависть, отторжение или восторг, но он очень хотел ее вызывать, и мне кажется, у него это получилось. И вот то, что он вызывает столько у нас вопросов, мне кажется, это и есть функция современного искусства. Задавать вам вопросы и не давать на них ответы. Стойте и думайте сами, что там с этой формалиновой акулой. Интересно, что вы думаете о нем? Все-таки считаете ли вы его большим искусством? Или вам кажется, что это по большей части маркетинг? Или, может быть, и то, и другое вместе, и одно другого не исключает. В общем, напишите, интересно ваше мнение, и еще напишите, о каком художнике мне еще рассказать. Все. Его самое дорогое произведение было продано на аукционе за $100 миллионов. Но сам Дэмиен так говорил об этом, что он не понимает, почему люди свято верят в медицину и не подвергают сомнению ни медицину, ни искусство. Такая вот у него связь. Ну, то есть, что искусство тоже нужно подвергать сомнению, и медицину нужно подвергать сомнению. Хотя нелогично получается. Не понимаю все равно.